Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы начинаем последнюю часть нашего вебинара. Так совпало, что наша последняя часть вебинара совпадает с последним месяцем благословения месяца Рамадан. С этим я всех вас искренне поздравляю. Желаю, чтобы все дуа, которые были нами прочитаны, все намазы, все наши посты, чтобы они все были приняты Аллахом. Я вас очень поздравляю с тем, что мы в этот месяц, иншаллах, себя достойно показали. Дай Бог нам всем милости Бога и сознания высшей истины. Так, на протяжении 3 занятий мы говорили с вами о переговорах, о том, какие стили переговоров бывают и с какими оппонентами, какие инструменты переговорного процесса лучше использовать. Сегодня мы хотели бы остановиться на нюансах переговорного процесса, те вещи, которые в первую очередь не являются важными, но в то же время знания которых помогут вам успешно вести переговоры в вашей жизни. Опять я хочу с возражений. В таких случаях могут возражать против того, что вы говорите, и как работать с различными типами возражений. Во-первых, нужно понять, почему возражают против того, что вы говорите. Потому что различные причины формируют различные реакции. Ведь может быть просто плохое настроение, может быть его не устраивает то, что вы предлагаете. Либо ему это невыгодно, либо он просто самоутверждает за счет этого, либо какие-то другие причины. И эта причина определяет то, какая реакция будет наиболее адекватной. Есть несколько методов. Самый простой – это говорить «да, но». Предположим, с вами спорят, он говорит, что это дорого, но вы хочете какую-то альтернативу ответ. У вас дорого, вы говорите «да, но у нас качественный товар». Вы долго вводите «да, но зато он есть на складе». У меня сейчас нет денег. «Да, но мы можем предложить вам рассрочку, либо в перспективе это сделать». Я нашел где дешевле. «Да, но давайте сравним качество». То есть вы соглашаетесь с тем, что вам говорят, но находите какое-то другое преимущество, которое перекрывает тот негатив, который вам указывает ваш собеседник. Второй метод именно поэтому называется. Когда вам дает какая-то причина, какое-то обоснование того, почему с вами не согласны, вы ответ указываете, что эта причина является именно той причиной, которая должна сподвигнуть вашего клиента на работу с вами. Например, он говорит, я подумал. И вы говорите, да, именно поэтому мне приятно работать с вами, за то, что вы не предпринимаете действий, не обдумав их. Говорят, я не хочу платить предоплату. Вы говорите, именно поэтому мы можем предложить вам какие-то другие достоинства, которые позволят это компенсировать. При этом вы сохраняете предоплату и даете ему возможность выбрать что-то другое. Если он говорит, у вас дорого, вы говорите, именно поэтому я хочу, чтобы вы взяли пробную партию и поняли, что наше качество определяет высокую цену товара. Этим задавать вопросы. Например, если он говорит, что слишком дорого, вы говорите, с чем вы сравниваете, почему так решили, что для вас дорого, какая сумма для вас была приемлемой. То есть не реагируете никак на его возражения, а просто даете уточняющие вопросы, которые, позволяют ему раскрыться и более уточнить свою позицию. Четвертый метод, когда вы предлагаете сравнить. Вам говорят, что это дорого, либо это долго, и вы начинаете сравнивать по пунктам. Смотря какой объем, смотря какое качество, смотря какие условия товара, смотря какой товар, и уже начинаете объяснять некоторые нюансы и мелочи тех вещей, которые позволяют удостовериться, что ваша цена либо ваши условия подходят. Следующий метод – это подмена. Когда вы используете то возражение или то выражение, которое было использовано только что вашим собеседником, переворачиваете его и повторяете. Предположим, вам говорят, вам дорого. Вы говорите, правильно ли я понял, что для того, что наш товар более качественный и более дорогой, вам он неприемлемый, и вы согласны на менее качественный товар. Таким образом, вы используете его фразу для того, чтобы перевернуть ее и с другой стороны показать. Ссылка может ссылаться на какие-то нормы. Предположим, говорят, мы покупаем дешевле, как правило. Для этого вы можете сказать, что для компании вашего уровня совершенно естественно приобретать более дорогие, более качественные вещи. Вы должны показать, что то, что вы предлагаете, это норма, и не какое-то универсальное предложение, это просто нормальная практика, которая работает со всеми. Далее. Следующий нюанс, который мы хотели бы обсудить, это эти переговоры с близкими людьми, потому что об этом всплывал вопрос на предыдущих занятиях. И я обещал, что в конце расскажу про это. С одной стороны, это намного сложнее, чем обычный переговоры. Почему? Потому что это близкий нам человек, мы не можем позволить испортить взаимоотношения с ним.
первое. Второе, он знает, как правило, наш стиль переговоров, знает все наши аргументы, знает, что мы будем делать. И третья сложность – это то, что нам тяжело отказать близкому человеку, и зачастую мы можем просто согласиться из-за уважения, либо любви к нему. С другой стороны, это не проще для нас. Почему? Потому что этот человек дорогой для нас, скорее всего, мы дороги для него, и мы можем отринуть какие-то мелочи, закрыть на них глаза, только из-за того глубокого уважения между собой и этим близким человеком. Поэтому с ними есть просто несколько простых правил, которые на самом деле работают со всеми людьми. Но особенно важно придерживаться этих правил во время переговоров с близкими людьми. Но очень хорошо, если вы будете придерживаться этих правил во время переговоров с любыми людьми. Первое. Быть реалистом. Нужно действительно понимать все сильные и плохие и негативные стороны своего предложения, знать все свои предложения, как альтернативные варианты, так и то, что вы хотите предложить. И то же самое знать со стороны того, с кем вы беседуете. И реально относиться к этому и делать реальное предложение. Второе, не стесняться показывать свои чувства, эмоции, интересы, объяснить, почему вам это важно, почему вам это интересно. Если вы объясните, как я в предыдущий раз говорил, когда вы объясняете не только, что вам нужно, но и причины, которые принуждают вас к этому, это, как правило, больше усваивается и больше значения имеет при переговорах. И здесь поэтому не стесняйтесь показать, почему это для вас важно. Конечно же, очень важно понять точку зрения другого человека. Не нужно концентрироваться только на своей точке зрения, нужно пытаться услышать другого человека. Почему он желает вам это, почему его не удовлетворяет то или иное обстоятельство в вашей жизни, почему он хочет это изменить. Конечно же, есть какие-то внутренние причины, которые побуждают человека сделать это. Причем, как правило, эти причины с точки зрения этого человека несут для вас благо, и поэтому это искренние какие-то причины, которые должны сподвигнуть вас изменить вашу позицию. Попытайтесь понять, что именно движет человека, и исходя из этого вы сможете ему объяснить, подходит или нет. Нельзя врать, нельзя угрожать, даже шантажировать во время переговоров, особенно с близкими людьми. Потому что это риск для долгосрочных отношений, которые оставляют свою тень на те хорошие отношения, которые есть. Не стесняйтесь признавать свои ошибки. Если вы сделали что-то неправильно, признайте это и больше думайте не о том, как избежать наказания за ошибки, а больше думайте о том, как исправить результаты этих ошибок и идти дальше. Всегда давайте возможность своему собеседнику возможность с честью выйти из переговоров. Не загоните в угол. Даже если вы уже выиграли по всем фронтам и чувствуете, что во время переговоров достигнута ваша позиция, не акцентируйтесь на это внимание. Пожелайте хорошего дня, скажите спасибо, поблагодарите за то, что дали вам возможность получить то, что вы хотите. Не делайте вид, что вы просто загнали человека в угол и с победой выходите из этих переговоров. Дайте возможность с честью выйти из этого процесса человека. Как я уже не раз говорил, всегда имейте целый запас вариантов решений, которые могут удовлетворить вас или другую сторону. Исходя из этого, вы можете их тестовать, предлагать тот вариант, который наиболее приемлемый будет для обоих сторон. И не обманывайте себя. Если вы знаете, что вам нужно что-то от этого человека, и больше вам не у кого попросить, не делайте вид перед собой или перед этим человеком, что для вас это не важно. Откровенно скажите, что больше вам не к кому обратиться, и если он для вас откажет, значит, этот вопрос останется для вас нерешенным. Очень важно во время переговорного процесса, как с близкими людьми, так и в принципе, настраивать себя на позитив, чтобы неудачи переговорного процесса, его плохое настроение вашего собеседника не отпускало вас тоже на этот уровень, и вы все равно продолжали радостно, на хорошей волне, на доброй волне, на позитивной волне продолжать эти переговоры. Что для этого нужно? Во-первых, нужно чувствовать благодарность этому человеку хотя бы за тот факт, что он идет с вами на переговоры, за то, что сейчас у вас не беседа происходит. Помните о своих достоинствах. И если вы знаете, что у вас какие-то недостатки во время переговоров, не комплексуйте из-за них. Если вы чувствуете, что вы что-то не знаете и что-то не умеете, концентрируйтесь на этом, а на том, что у вас получается, и старайтесь на основе ваших плюсов, на основе ваших достижений выстраивать переговорный процесс. Очень важно, чтобы вы не чувствовали состояние неопределенности, когда вы не знаете, что предложить, либо
в процессе переговоров вы чувствуете, что вы заходите в тупик, и это неопределенно смущает вас. Как научиться спокойно принимать эту неопределенность и что делать в этой ситуации? Во-первых, сложность понять, что именно вас смущает. Но как только неопределенность, вы не можете найти какое-то решение либо в этой ситуации, есть вероятность, что есть какой-то фактор, который вас смущает. Надо разобраться в этом, понять, что вы можете предложить в переговоры для того, чтобы выйти из этой неопределенности. Потому что во время переговорного процесса бывает, что вот это состояние неопределенности очень продолжительное время проходит, и почти весь процесс переговорный находится в состоянии неопределенности. Вы не знаете, получится у вас достичь этого или нет. И это называется крепкие нервы. Как можно дольше времени быть в состоянии неопределенности и не смущаться этому, когда у вас нет конкретного ответа, когда у вас нет конкретного решения, но все равно продолжать уверенно, спокойно вести беседу и пытаться найти тот вариант, который удовлетворит обе стороны. Поэтому очень важно в этой ситуации сохранить спокойствие, позитивный настрой и вот эти, как говорится, железные крепкие нервы сохранять, не беспокоиться, а продолжать делать свое дело, даже когда вы не понимаете, к чему может привести эта ситуация. Что касается жестких переговоров, вот вопрос возник. Если во время жестких переговоров вы чувствуете, что та сторона тоже идет на жесткие переговоры, и вы понимаете, что однозначно победы здесь не будет, как можно договориться в этой ситуации? Во-первых, вот мне пришел вопрос, да, между занятиями на e-mail, что та схема, о которой я говорю во время переговоров, выиграть, очень редка, что ее практически невозможно. На самом деле, даже в каждой бытовой ситуации вы видите, что можно выйти из ситуации так, чтобы обе стороны выиграли. Если вы чувствуете, что вы можете выиграть, надавив чуть-чуть во время переговоров, даже в этой ситуации попробуйте не сделать этого, а все равно сделать так, чтобы в результате переговоров и та сторона, которая выглядит слабее, все равно что-то имела в результате. Потому что вот этот результат, когда обе стороны что-то выигрывают, в результате приводит к долгосрочным, намного более качественным и позитивным последствиям, чем если бы вы просто выиграли официально и получили бы еще недовольного, неудовлетворенного собеседника, который после этой беседы остается с чувством обиды, пусть можно так назвать, к вам. Еще один вопрос, который просили рассмотреть, это юмор. Как часто, в какой момент нужно включать во время переговоров юмор и как тренировать находчивость. Во-первых, надо понимать, что переговоры – это ответственная вещь, и здесь на серьезной волне это все делать, когда юмор – это больше дополнительный инструмент, мы не выстраиваем переговоры на юморе. Но очень важно, чтобы участники переговорного процесса отличались такими свойствами, как остроумие, изощренность в смысле, чувство юмора, образованность, могли привлечь к себе внимание и какую-то сложную ситуацию переложить на юмор и упростить ее. Потому что при этом возрастает вероятность достижения положительных результатов в этих переговорах. И находчивость, на самом деле, немножечко можно и даже тренировать. С одной стороны, тренировка заключается как потренироваться заранее там, дома, либо где-нибудь еще, удачные фразы продумать, проговаривать их в переговорах. Другое дело, это когда на ходу реагировать на то, что происходит. Я даже не говорю про то, чтобы анекдоты какие-то рассказывать, либо что-то такое, а просто показать, что в принципе у вас легкое внутреннее состояние. Что в сложной ситуации, когда переговорный процесс заходит в тупик, вы можете разрядить обстановку очень простым ситуацией. Для этого просто нужно легко относиться к этой ситуации и не погружаться в нее глубоко, не чувствовать груз из того, что так получилось. Если вы чувствуете, что ваш собеседник тоже пытается на такую легкую юморную волну вывести разговор, всегда нужно поддержать его в этом, посмеяться над этим. Потому что этим, во-первых, легко завоевать расположение, а во-вторых, вы сами тоже на такую волну более быстрее выходите. Еще один вопрос, который просили рассмотреть, это как из всех этих большого количества стилей переговоров выбрать свой личный стиль ведения переговоров, который больше всего подходит к вам. Потому что один из критериев оценки эффективности переговорщика относится к тому, насколько он может собственный стиль выработать и совместить вот это твердое отстаивание интересов и в то же время конструктивный диалог уметь устраивать. И для того, чтобы стать успешным переговорщиком,
переговорщикам нужно вместе совмещать и жесткий, и мягкий стиль, и определить свой собственный, который в разных долях соединяет два стиля. Если для вас больше свойственен такой агрессивный стиль, когда вы больше анализируете, давите, предпочитаете факты, цифры, то в этой ситуации попробуйте больше добавить вопросов, больше добавить попытки понять с точки зрения вашего собеседника. Если же у вас стиль такой этичный, мягкий, вы пытаетесь отталкиваться от того, что говорит ваш собеседник, пытаетесь понять свою позицию, то наоборот, попробуйте во время следующих переговоров заранее подготовить всю информацию, все варианты, которые были бы интересны для вас, все те стили, все те вопросы, которые хотели бы вы проработать, и все те моменты, которые важны для вас именно в этих переговорах, те цели и задачи, которые вы хотите достигнуть. Пытайтесь сделать акцент на них. То есть пробуйте новое, при этом сохраняя то, что вам уже сейчас удобно. Таким образом, вы будете просто тот базис, который есть у вас, успешный переговорщик, развивать тем, что новые методы пробуете и не останавливайтесь на одном и том же. Очень важно не ставить рамок во время переговоров. Во-первых, как своим ожиданиям рамки, то, что я в любом случае во время этих переговоров достигну этого, этого и этого. Будьте готовы, то, что вы достигнете чего-то другое. То же самое, не ставьте оппонентов своим рамкам. Свои рамки своим оппонентам. То есть чересчур жестким быть не нужно. Будьте готовы на то, что оппонент выиграет что-то, получит что-то во время этих переговоров. Потому что, как я уже говорил, стратегия переговоров заключается не в том, чтобы ничего не отдав своему собеседнику и достичь всего, что он нужно изначально, а найти точку соприкосновения, при которой обе стороны были бы максимально удовлетворены результатом переговорного процесса. Наряду с этим нужно уметь сказать нет в нужный момент. Понимать, чтобы эти переговоры не стали для вас вредными. И взаимные во время переговоров не сделали этих переговоров взаимно невыгодным обоим сторонам. Поэтому понимайте точно, уступив что, вы уже навредите сами себе. И через эту границу не переходите. Умейте сказать нет на подступом той границы, дальше которой вам уже будут невыгодны эти переговоры. И будьте терпеливы. Даже если вы видите, что раз за разом вы уже говорите о том же, о чем мы уже говорили, что переговор не клеится, все равно чувствуйте себя уверенным, терпеливым, деликатным, видите линию, которую ведете. Если вы хотя бы на минуточку отступите от своих слов или чересчур поспешно примете какое-то решение, то переговоры могут закончиться неудачно для вас. И несмотря на то, что вы все делали правильно, просто то, что у вас на какой-то момент времени не хватило терпения, это может испортить весь переговорный процесс, который был выстроен до этого. И лучший переговор – это переговоры, которые заканчиваются обоюдным выигрышем. Не раз мы об этом говорили, и это очень важный пункт, который хотелось бы до вас донести. Какие еще вещи важны для того, чтобы во время переговоров вам было проще определиться со своей позицией? Во-первых, если вы ведете переговоры от какой-то организации, либо от какой-то группы лиц, определите точно ваши полномочия, в рамках чего вы можете договориться, насколько много вы можете пообещать вашему собеседнику и как много вы можете требовать. Второе, нужно понять функцию вашего в этом процессе. Конкретно, что от вас ожидает ваша сторона, ваша компания, если вы ведете переговоры от чего-то лица. Дальше что важно, это индивидуальные ваши характеристики, которые не зависят от вас. Ваша внешность, рост, черты некоторых характера, которые сложно изменить. Нужно их знать. Нужно знать себя, когда вы ведете переговоры, чтобы вы были готовы к различным неожиданным ситуациям. Знайте, какого уровня достигает ваш интеллект, и постоянно его развивайте, чтобы вы могли поддержать большое количество бесед, чтобы вы... Тут мы три вещи рассматриваем, когда говорим про интеллект. Первое – это набор знаний, которые у вас есть. Для этого вы должны просто постоянно изучать и больше разбираться в том, о чем вы говорите. Второе – это мышление, скорость того, как вы анализируете информацию и как вы ее можете использовать. Харизма. Что такое харизма? Харизма, на самом деле, это очень близко к тому, насколько коррелирует ваше внутреннее и внешнее поведение. То, насколько внешне
вы показываете свое истинное отношение к этому вопросу. Если вам это не интересно, и вы не стесняетесь этого показать снаружи, вы будете людям нравиться. То же самое, если вы будете искренне показывать свою заинтересованность и теплое отношение к чему-либо, это тоже понравится людям. Важно не то, что вы показываете, а насколько это соответствует вашим действительным чувствам, которые сидят внутри вас. И поэтому нужно быть честным самим и со своим собеседником, и с аудиторией, если вы выступаете перед публичной аудиторией. Именно это и является основой харизмы, когда они видят вас настоящими. Всегда необходимо повышать навыки межличностного общения, уметь слушать, об этом мы говорили на предыдущем занятии. Как сделать так, чтобы, слушая, вы стали приятным собеседником. И результативность. Всегда повышайте результативность ваших переговоров и всей вашей деятельности. Потому что всю деятельность можно рассмотреть двумя параметрами. Первое – это количество сделанного, это большое количество тех вещей, которые было сделано. Если это применить к переговорным процессам, то сколько по времени, сколько вещей вы успели обсудить во время переговоров. Второе – это эффективность, коэффициент полезного действия ваших действий. Поэтому мы видим, что некоторые люди делают на самом деле очень немного вещей, но достигают успехов, а некоторые люди делают очень много, но нет, не достигают этого успеха, потому что у них низкий коэффициент полезного действия. И смотрите, что во время переговоров больше акцент делается не на то, сколько вещей вы сделали, а на то, насколько они качественны, насколько они результативны. Для того, чтобы ваши переговоры были результативными, повышайте КПД, эффективность действий во время переговоров. Есть еще одна типология собеседника во время переговоров, кроме той, которую я говорил на втором занятии. Я попытаюсь сегодня тоже ее сейчас вам рассказать, потому что зачастую во время переговоров важно уметь определить, к какому из этих типов относится ваш собеседник. Первое – это если человек с высокой самооценкой, у него большие притязания, большие цели на этот переговорный процесс, фокус контроля у него на себе, то есть он в первую очередь он сосредоточен на своей позиции, и он очень многого хочет достигнуть этих переговоров, и он очень уверен. В этом случае очень сложно будет постоянно перехватывать инициативу, в этом случае нужно попробовать его разговорить и понять не сколько что он хочет, а мотивацию его, почему это ему нужно, для чего ему нужно то, что он хочет достигнуть. И здесь нужно не доказывать ему, что мы это ему не дадим или у него это не получится. Нужно попробовать ему предлагать постоянные альтернативы. Большое количество альтернатив, каждая из которых выгодна для вас. Потому что рано или поздно он согласится на одну из альтернатив, которую вы предлагаете. Нужно дать ему возможность выбрать, какой из путей он выберет. Главное, чтобы все эти пути были для вас выгодными, поэтому предлагайте ему большое количество альтернатив. Второе – это человек с высокой самооценкой, с тем, что он очень много хочет, опять же, достигнуть переговоров, но фокус контроля у него не на себе. Их цель не достигнуть, чего они хотят, а их цель впечатлить вас, навести для вас иллюзию, чтобы вы поверили ему и уже сами когда отдали то, что ему нужно. Они предпочитают казаться, нежели быть. Как работать с таким? В первую очередь нужно показать такому человеку, что вы полностью уважаете его, цените его мнение, что для вас важна его позиция, что вы его воспринимаете как сильного собеседника, как большого профессионала. И в такой ситуации этот человек расслабляется. Как только он чувствует, что ему не нужно пускать больше пыли в глаза, он расслабляется, и вы понятно согласны его слушать. Если он почувствует долю тепла, внимания, доверия с вашей стороны, он будет готов выслушать вас, и с большой долей вероятности он согласится с вами. Поэтому сначала вы такому человеку показываете, что вам ценно в нем, после этого уже, когда он готов выслушать вас, сам начинает задавать вопросы, после этого уже рассказываете ему свою собственную позицию. И опять же, давайте возможность ему выбрать из нескольких альтернатив. Далее, человек с высокой самооценкой, опять же, который фокус контроля на себе, но у него низкий уровень притязаний. В результате переговоров он не хочет так уж и много, на самом деле. Но ему важно это получить. С таким человеком, на самом деле, не сложно вести беседу, потому что, как правило, то, что ему нужно, вы можете ему это дать без риска для себя. Такому человеку очень важно показать, что вы согласны на то, что ему нужно, вы согласны ему отдать это, но взамен вы бы хотели получить что-то другое. Не нужно такому человеку показывать, что мы не дадим вам то, что вы хотите получить.
Если вам не выгодно дать ему то, что ему нужно, предлагайте ему другие альтернативы, но каждой альтернативе, каждому предложению подавайте, что вы хотели бы получить взамен. Потому что этот человек очень практического склада ума, и, как правило, он согласится на альтернативу и согласен что-то дать взамен. Не тот человек, который хочет 100% выигрыша во всем. Далее. Если человек с низкой самооценкой, не так уж и много хочет от этих переговоров, и он сосредоточен вовне, вам, то на самом деле очень просто. Потому что для такого человека нужны четкие инструкции. Если вы четко покажете А, Б, С, Д, для того, чтобы мы обе стороны были в выигрыше, нам нужно это. То есть с таким человеком нужно брать инициативу на себя и аккуратно, спокойно, убедительно показывать пользу для него и для вас от совместных действий. Просто берете инициативу на себя и ведете ее до конца, объясняете ему, показываете уважение, заинтересованность в этом собеседнике и аккуратненько сами ведете к нужному результату беседы. Таким образом, мы видим, и вот это на два разделяют люди с низкой самооценкой. Если он мало что хочет, вы просто берете инициативу себе. И другое, если человек много что хочет в беседе, несмотря на то, что он сам по себе не верит в это, но он очень много хочет в результате этого, в результате этих переговоров получить. Что нужно? Самое главное таким людям показать то, что вы их поощряете, то, что вы с ними согласны, но сразу нужно ставить границу с такими людьми, показывать, что то, что вам нужно, мы дать не можем, потому что это для нас принципиально важная позиция. Показывать, поощрять их, и но в то же время показывать, где нет. С такими людьми очень важно вовремя показать границу, дальше которую вы не пойдете, и опять же предлагать альтернативы. Что касается аргументации. Вот вопрос был, каким образом аргументировать свою позицию? Вот для этого я сейчас как раз готовлю небольшую схему. Схема называется, которая является универсальной формулой аргументации, международной принятой. Значит, что такое ТОПС? Тезис, объяснение, пример, следствие. Когда вы о чем-то говорите, мы можем просто заявлять что-то, а можем аргументированно это представлять. Почему человек с большей вероятностью соглашается на тот аргумент, который был развернут с примером, с объяснением, со следствием, чем просто на какой-то тезис? Потому что когда мы что-то слушаем, внутри нас всегда работает механизм. Да, нет, согласен, не согласен. И с каждым, что нам говорит наш собеседник, мы либо соглашаемся, либо нет. Но когда мы даем аргументацию с объяснением и примером, для того, чтобы не согласиться, ему нужно внутри своей головы логическую обратный пример, и обратное объяснение, и обратное следствие провести. Когда мы используем аргументацию по системе ТОПС, мы привели первый аргумент с объяснением, примером, следствием, второй, то он внутри головы своей не успевает провести обратный процесс, не успевает обратный аргумент, пример и следствие привести. И, следовательно, этот человек, проще ему согласиться с вами, нежели внутри головы такой сложный процесс проводить. Поэтому, если вы о чем-то говорите, всегда начните с самого утверждения. Нам необходимо, вы просите скидку. Во-первых, вы говорите, сразу заявляйте об этом. Нам нужна скидка. Объясняйте почему. Те причины, те аргументы, которые для вас важны в этом вопросе. Приводите пример. Что если бы у вас была скидка, вы бы могли сделать так-то, 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 и во время примера попробуйте показать и плюс даже и косвенный для вашего собеседника. Например, что вы бы смогли покупать больше товара. И, возможно, он увидит это для себя. И делать следствие. Следовательно, эта скидка была бы полезна нам, была бы полезна вам, и еще раз повторяйте почему. Таким образом, аргументированная речь, она более убедительно звучит, как во время публичного выступления, так и во время юридических переговоров. И очень важно использовать в своей речи аргументацию, и если у вас появляется вопрос «как», то для этого вот есть схема ТОПС, если вы можете по ней это делать. Следующий вопрос, который нам задавали, это работа с вопросами и возражениями. Что делать, если вам задают вопросы?
Но, во-первых, на них просто нужно отвечать, если вы знаете ответ. Если вы не знаете ответ, и этот вопрос по теме, значит, вы плохо подготовились к теме переговоров. Но если так получилось, что вы не знаете ответ на вопрос, который вам задают, нужно попробовать отдать его обратно. Задать ему либо тому, кто задал, либо, если есть люди другие, и перефразировать этот вопрос. Есть вероятность, что кто-то из них ответит, и вы сможете на основании этого продолжить беседу. Если вы не имеете возможности этот вопрос передать кому-то другому, либо вы передали вопрос, но на него не отвечает, нужно попробовать размышлять вместе. Предположим, вам задают вопрос, вы говорите, давайте посмотрим вместе на это. При этом вы должны понять, что в принципе вы знаете ответ на вопрос. Не стоит показывать незнание. Вы просто пытаетесь проанализировать вместе, слушаете мнение сторон, которые есть, и вы вместе находите ответ на этот вопрос. Опять же, если этот инструмент не работает, как надо сделать дальше? Вы находите ближайшую сферу, в рамках которой вы компетентны к этому вопросу. Если у вас спросили про что-то одно, но в этом не компетентны, не разбираетесь, вы находите ближайшую сферу, в которой у вас есть информация, и начинаете раскрывать ее. Вы, наверное, заметили, что политики во время публичных выступлений очень часто пользуются именно этим примером. В каком случае можно сказать, что вы не знаете ответ на вопрос? Во-первых, если вопрос не по теме обсуждаемый, первый вариант. Второй вариант, если ваше незнание не приведет к негативным последствиям. Например, вы в силу своих должностных обязанностей, либо в силу своего жизненного опыта спокойно можете этого не знать. И то, что вы этого не знаете, не показывает, не говорит о вас как о чем-то, как минус для вас не звучит. И еще один вариант, когда вы не знаете, это когда вы действительно не знаете ответа, и вы понимаете, что в результате всех этих игр, в результате всех этих уголочек, вы в результате не сможете прийти к ответу, и в результате вы все равно в конце концов придется вам это признаться. В таком случае, конечно, лучше не тянуть, сразу сказать, что вы это не знаете, объяснить причину и дать какой-то аргументированный ответ. Почему вы, не зная этот вопрос, все равно можете вести беседу по этому вопросу. Если возражения во время с нами возражают постоянно, либо вам задают какие-то провокационные вопросы, нужно понять, какая причина, которая заставляет людей задавать вопросы, либо провокационные какие-то высказывания выдвигать. Первое, если они с вами действительно не согласны. В этом случае нужно их выслушать, согласиться, сказать, что такая точка зрения тоже есть, желательно не спорить. Если вы точно не уверены, что он не прав. Если у вас есть опроверждающий факт, вы можете его привести. Но не стоит уходить в полемику, потому что это не является целью вашего переговора. Приведите ответный факт, скажите, что ваша версия тоже может быть верной, но вы придерживаетесь другой концепции. Дальше. Если задают вопрос, потому что они просто хотят внимание на свою сторону перетянуть, либо возражают. Не потому что они не согласны, либо что. Это просто инструмент для того, чтобы беседу вели они. В этом случае просто отдайте им на время эту возможность. Потому что если вы так не поступите, то они раз за разом, все более нагло, все более провокационно будут пытаться это сделать. Просто отдайте возможность им, дайте на какое-то время весь фокус внимания на них, и после этого, когда они уже немножко успокоятся, когда этот запал энергии пропадет, вновь забираете беседу в свои руки и продолжаете. Следующий вариант, почему могут задавать вопросы, либо быть возражения, это если человек просто провокационно себя ведет и хочет показать себя. И цель этого вопроса, либо цель этого возражения не разобраться в ситуации лучше, а просто, наоборот, выходить на конфликтную ситуацию. Естественно, в этом случае мы не можем позволить себе быть на конфликтную ситуацию. В этой ситуации нужно попытаться максимально корректно показать человеку, что этот вопрос не касается вопроса, и уйти из этой ситуации. Что делать с провокационными и наглыми вопросами, если человек идет на конфликтную ситуацию? Мы говорили об этом во время предыдущих вебинаров. Как поступать себя, если переговорный процесс зашел в такую агрессивную ситуацию, что надо делать. Вот, таким образом, сегодня мы поговорили о большом количестве вещей, что касается переговорного процесса, потому что сегодня мы, видите, с вами не рассматривали основу переговорного процесса, потому что они были рассмотрены на предыдущих занятиях. Сегодня наша цель была рассмотреть некоторые нюансы, которые могут быть важны, и ответить на те вопросы, которые задавали во время предыдущих книг.
Какие еще напоследок могу дать вам советы, тактические приемы, некоторые споры? И сразу же в каких случаях им могу давать? Есть некоторые инструменты логики, которые на самом деле работают во время переговорного процесса. Так называемые уловки. Я их хочу вам дать не для того, чтобы вы не пользовались, а для того, чтобы, если вы чувствуете, что их используют против вас, то могли их распознать и правильно на них среагировать. Не советую вам им самим не использовать, потому что это, если это действительно это некрасиво, это неэффективно, и достойный соперник, достойный переговорщик против вас легко их раскусит и не будет эффективно с ними вести. Бывает, что поменяет тезис. Предположим, что шел вопрос о каком-то ключевом вопросе, но после этого разговор вдруг резко сменяется на какие-то нюансы, на какие-то частности, которые в этом вопросе не являются ключевыми. Изначально беседа шла по другому моменту. Что в этот момент нужно делать? Нужно возвращать беседу в то русло, которое шло, потому что оно самое продуктивное в этой ситуации. Второе, это если вам дается тезис, который неопределенный либо противоречивый. В этом случае нужно уточнить, правильно ли вы поняли, не критиковать, а просто уточнять, о чем идет речь, и своими правильными вопросами наводить на ту формулировку, которая более продуктивна в этот момент была. Третье, ложное общение. Логическая ошибка или намеренный прием, который используется намеренно. На основании отдельных наблюдений делаются какие-то общие закономерности, причем они логически неверны. Просто исходя из некоторых вещей, которые вами были озвучены, делаются какие-то общие выводы, закономерности, обобщения, но на самом деле, с точки зрения логики, они неправильные. Что в этом случае нужно сделать? Нужно прямо указать, что это не показывает, не относится к тем выводам, которые вы сделали, и на самом деле это по-другому, и объяснить, как это на самом деле. Дальше. Могут ударить на самолюбие. Взять и либо, первый вариант, слишком начать хвалить, показывать свое уважение, для того, чтобы человек, который самолюбив, расслабился и уже был готов поддаваться в некоторых моментах. Второй вариант, наоборот, пытаются унизить, пытаются зацепить это самолюбие, вызвать чувство ложного стыда, и в результате этого пытаются достичь выгодной для себя позиции. Бывает, что притворяются, делают притворство, что якобы ваш довод его сразил, и он с вами полностью согласен, а в этот момент вы расслабляетесь, и он начинает говорить совсем о другом. И вам уже сложно, после того, как якобы он показал свою беспомощность против вас в этом разговоре, вновь собраться и в собранном состоянии вести беседу дальше. Передал авторитеты. Очень часто во время беседы мы слышим, что когда человек не может сам логически что-либо объяснить, он ссылается на какие-то авторитеты, что такой-то человек так сказал, либо такая-то цитата, либо такой-то факт какой-то неопровержимый. В такой ситуации нужно выводить на законы логики. То не всегда этот какой-то факт, о котором он говорит, работает не во всех ситуациях, и показать пример, что в этой ситуации это не работает. Таким образом, делая вывод, мы видим, что переговорный процесс на самом деле, с одной стороны, очень прост, потому что есть просто простые правила, вот уважение к людям, желание понять собственную позицию, желание хорошего, эффективного результата для обоих сторон. С другой стороны, сложный процесс – это когда очень много нюансов, очень разные собеседники, и каждый имеет свой подход. Все это, в общем, делает переговорный процесс очень интересные вещи, в которые нужно развиваться, в которые интересно развиваться, и которые хороший навык переговорного процесса, когда вы обладаете им, позволяет на очень большие высоты, очень много добиться на самом деле в жизни. И даже если вы обладаете хотя бы этим навыком, это очень даже неплохой базис, очень неплохая черта, которая позволяет добиться намного больших навыков и развиваться дальше. Желаю вам всем успехов в переговорном процессе, чтобы все ваши переговоры были только о благом, чтобы они приводили к хорошим результатам для обеих сторон, чтобы во время ваших, как сам процесс переговорный был для восприятия, таких результатов радовали вас и были благими.
Еще раз поздравляю вас с тем, что заканчивается этот праздник Рамадан. Пускай все те благие желания, которые у вас есть, сбудутся, и этот месяц, та благость, которую мы испытали в этот месяц,